Слыхали, что в Австралии раньше крокодилы и акулы были мелочью по сравнению с местной мегафауной? Сегодня я расскажу про таких гигантов из прошлого, что даже самые страшные чудовища из фильмов кажутся детскими игрушками. Австралия – это как портал в прошлое, где по земле бродили монстры размером с целый автобус. Давайте нырнем в этот дикий мир, рассмотрим, кто там жил, и почему эти звери могли заглушить любой шум своим рыком. Если термин «мегафауна» вам не знаком, давайте разберемся. Научно говоря, это группа животных, вес которых превышает 99 фунтов. Конечно, в эту категорию можно отнести и людей, но ученые предпочитают включать в нее только животных, значительно превосходящих человека размерами – слонов, жирафов, носорогов и других. Один из самых ужасающих доисторических австралийских животных, который открывает рейтинг – это гигантский удав, также известный как титанофис. Его длина составляла около 33 футов, что делает его еще крупнее, чем южноамериканская анаконда или сетчатый азиатский питон. Этот удав охотился на птиц, рептилий и млекопитающих в густых зарослях у водоемов. В 1992 году палеонтологи нашли его окаменелые останки в Блэкфилдсе, штат Северный Квинсленд, и установили, что это была самая большая змея, когда-либо существовавшая в Австралии. К счастью, этот гигантский удав, который жил в Блафф-Даунс, вымер около 4 миллионов лет назад, в начале плеоценовой эпохи. Сумчатые львы достигали длины около 5 футов, что делало их относительно небольшими по сравнению с другими животными той эпохи. Однако они были одними из самых опасных хищников Австралии того времени. Зубы сумчатых львов напоминали зубы грызунов, и вместо клыков они использовали передние резцы для охоты. Исследователи полагают, что эти животные могли легко перегрызать кости своими мощными челюстями. Сила укуса сумчатого льва была примерно в 2 раза сильнее, чем у современных тигров, что позволяло им убивать добычу за считанные секунды. Сумчатые львы сосуществовали с первыми людьми в Австралии и, вероятно, были истреблены ими. Квинканы были одними из редких видов крокодилов, отлично приспособленных к жизни на суше. Длина их тела составляла 19,5 футов, а мощные ноги позволяли им высоко поднимать тело над землей. Поэтому квинканы могли легко преследовать свою добычу. Кроме того, они обладали острыми зубами, что отличает их от современных крокодилов, которые обычно захватывают и удерживают жертву, пока она не умрет. Как и многие представители австралийской мегафауны, квинканы вымерли около 40 тысяч лет назад, предположительно из-за воздействия человека. Прокоптодоны фактически представляли собой гигантских кенгуру. Их рост достигал почти 10 футов, что позволяло им доставать до самых верхних ветвей деревьев. На передних лапах у них было по 4 длинных пальца с когтями, что также помогало им добывать пищу. Палеонтологи, изучившие несколько скелетов этих древних кенгуру, отметили, что у них были чрезвычайно прочные черепа, свидетельствующие о мощных челюстях. Ноги прокоптодонов также были сильными, что указывает на их способность быстро передвигаться. В случае опасности, когда убежать от хищников не удавалось, эти существа защищались мощным хвостом. Прокоптодоны вымерли около 50 тысяч лет назад, и точная причина их исчезновения до сих пор остается неизвестной. Дипротодоны – крупнейшие известные науке сумчатые животные. Эти травоядные создания достигали роста до 10 футов и веса до 5500 фунтов. У дипротодонов были загнутые внутрь пальцы, идеально подходящие для рытья нор. Однако, учитывая их крупные размеры, маловероятно, что они жили в норах. Ученые предполагают, что эта особенность унаследована от меньших по размеру предков. Ближайшими современными родственниками дипротодонов являются вомбаты. Дипротодоны исчезли около 55 тысяч лет назад. До прихода людей в Австралию их основными врагами могли быть только гигантские ящерицы и крокодилы. Точные причины вымирания дипротодонов остаются неизвестными. Наиболее вероятными факторами могли быть изменение климата или истребление людьми. Орел Хааста был одним из главных врагов птицы моа, с которой я познакомлю вас чуть позже. Размах крыльев этого хищника составлял до 8,5 футов, а масса отдельных особей могла достигать 31 фунта. Самыми опасными особенностями этих орлов были их маневренность
и высокая скорость. Наблюдая за потенциальной жертвой с высоты, они стремительно пикировали на нее и разрывали на куски. Когти орлов хааста были настолько мощными, что могли ломать кости. Есть данные, что эти хищники иногда нападали и на людей. Они вымерли приблизительно в то же время, что и птица Моа. С одной стороны, их истребляли люди, а с другой, они лишились источника пищи из-за исчезновения этих нелетающих птиц. Огромные птицы Моа обитали не в Австралии, а на соседней с ней Новой Зеландии. Самые высокие представители этого вида достигали роста до 12 футов и весили до 551 фунта. Эти птицы были травоядными и вели спокойный образ жизни. Долгое время ничто не угрожало их существованию, поэтому они практически утратили перья. Однако с появлением первых людей в Австралии жизнь этих созданий изменилась навсегда. Охотники истребили их всего за 100 лет, не предоставив шанс адаптироваться и разработать стратегии защиты. Мегалания – самая большая ящерица, известная науке. На сегодняшний день ученым еще не удалось найти полный скелет этих существ, поэтому оценки их размеров варьируются. Одни специалисты говорят о длине в 19,5 футов, тогда как другие указывают на то, что мегалания была на 10 футов больше. Также есть предположение, что у этой огромной ящерицы была ядовитая слюна, насыщенная опасными бактериями. Ученые полагают, эти гиганты являются предками современных варанов. Миолания – одна из крупнейших черепах в истории, длина тела которой достигала более 16 футов. Голова этой черепахи была украшена множеством рогов, придававших ей дьявольский облик. Два рога располагались по бокам головы, добавляя ей необычный внешний вид. Впервые останки Миолании были найдены в 1879 году в штате Квинсленд, Австралия. Первоначально ученые приняли ее за огромную ящерицу, но вскоре осознали, что столкнулись с новым видом животных. На хвосте Миолании также присутствовали шипы, служившие для защиты от хищников. Эти необычные создания вымерли около 2000 лет назад, и точные причины их исчезновения остаются неизвестными. В Древней Австралии обитали гигантские гуси, чей рост достигал 6,5 футов, а масса тела составляла около 530 фунтов. Ученые предполагают, что эти птицы были травоядными, так как у них отсутствовали острые когти, характерные для плотоядных птиц. Вместо этого они обладали крупным и мощным клювом, возможно, способным раздавливать твердые объекты, такие как орехи. В мае 2010 года археологи, исследовавшие австралийские пещеры, обнаружили наскальные рисунки, изображающие этих птиц. Это позволяет предположить, что гигантские гуси играли важную роль в жизни древних людей, являясь источником пищи. Возможно, именно это стало одной из причин их вымирания около 40 тысяч лет назад. Наконец, расскажу вам о необычных представителях вида Zaglosus hacketti, у которых нет названия на других языках, кроме латинского. Длина этих животных не превышала 3 футов и 3 дюймов, а вес обычно составлял около 66 фунтов, что делает их сравнимыми с современными овцами. У них было вытянутое лицо, как у муравьедов, и, соответственно, они вели подобный образ жизни. Эти необычные создания питались муравьями, личинками и червями, а от хищников их защищало покрытое шипами тело. Как и многие другие древние виды, эти создания вымерли несколько тысяч лет назад, вероятно, из-за человеческой активности. Палеонтологические исследования показывают, что на территории современной Австралии в древности обитала мегафауна, включавшая крупных животных, таких как ящерицы и кенгуру длиной 19,5 футов, чей рост вдвое превышал человеческий. Новые открытия позволяют пролить свет на особенности этих великанов, которые бродили по тропикам Австралии 40-60 тысяч лет назад, а также выяснить возможные причины их вымирания. Эти животные были крупнейшими наземными существами, населявшими Австралию после динозавров. Понимание их экологической роли и последствий их исчезновения для окружающей среды продолжает оставаться важной задачей для австралийской палеонтологии. Ученые извлекли окаменевшие остатки различных животных на 4 участках в районе Южной Уокер-Крик в северо-восточной Австралии. Затем они детально проанализировали сами участки,
чтобы установить возраст окаменелостей и реконструировать условия обитания этих древних животных. Исследования показали, что жизнь мегафауны в тропическом австралийском саванне того периода заметно отличалась от условий на юге континента. В то время на севере Австралии обитали животные, заметно отличавшиеся от южных собратьев. Например, гигантские крокодилы, которых ранее считали вымершими задолго до появления людей, продолжали существовать на австралийском континенте. Эти рептилии оставались ключевыми хищниками, охотящимися на млекопитающих. Среди последних особенно выделялись необычные сумчатые животные, такие как гигантский вомбат с клыками, странный сумчатый медведь-ленивец, огромные кенгуру и валаби. Самым крупным из всех сумчатых был гигантский кенгуру, весивший около 604 фунтов, что делает его крупнейшим известным сумчатым животным. Самым опасным среди них считался тилакалев, сумчатый хищник. Среди мегафауны также проживали гигантский сумчатый дипротодон весом 6600 фунтов, а также другие виды, которые до сих пор распространены в Австралии, такие как эму, красный кенгуру и гребнистый крокодил. Раньше считалось, что вымирание мегафауны было результатом охоты первобытных людей и происходило сразу после их появления в Австралии. Однако последние открытия опровергают эту теорию, доказывая, что древние гиганты продолжили жить на континенте около 40 тысяч лет назад, уже после расселения людей по всей Австралии, которые прибыли туда около 50 тысяч лет назад в результате миграции из Новой Гвинеи. Вместо этого вымирание мегафауны совпало с ухудшениями климатических условий в определенных районах, сочетавшихся с долговременными экологическими изменениями. Климатические изменения привели к изменениям в водных ресурсах и растительности, а также увеличению числа лесных пожаров. Такая комбинация факторов могла оказать губительное воздействие на гигантских наземных и водных существ. Вопросы о взаимодействии людей и мегафауны в течение 15-20 тысяч лет остаются актуальными. Как людям удалось выжить рядом с такими опасными и крупными животными в условиях столь значительных перемен в окружающей среде? Ответы на эти вопросы еще предстоит найти ученым. Примерно 110 тысяч лет назад начало последнего ледникового периода привело к снижению уровня Мирового океана на 300-500 футов, что открыло огромный континентальный шельф и объединило полуострова Яву, Суматру, Борнео в единую сушу – континент Сунда. Южная часть древнего континента, известная как Сахул, соединяла земли современной Австралии, Новой Гвинеи и Тасмании через сухопутные мосты. Археологические данные подтверждают, что человек появился в Австралии около 65 тысяч лет назад. Прибрежные зоны доисторического континента Сахул того времени сейчас находятся под водой, и большинство находок обнаружено далеко от побережья. Это дает основание полагать, что люди могли появиться в Сахуле даже раньше. К концу ледникового периода, около 10 тысяч лет до нашей эры, климат начал меняться, средняя температура повышалась и уровень моря поднимался. Континент Сунда распался, а вместе с ним исчезли племена, жившие на маленьких островах и равнинах, которые ушли под воду. Австралия стала высыхать, покрывшись пустынями, и за 7 тысяч лет постепенного потепления приобрела современный климатический облик. Многие виды животных и растений исчезли, но человек сумел адаптироваться. Племена вели полукочевой образ жизни, их маршруты проходили на больших расстояниях, и традиции передавались из поколения в поколение через устные предания. Люди каменного века достигли оптимального баланса между численностью и ресурсами. Избытки товаров обменивались, торговые пути пересекали все населенные области и близлежащие острова. Люди работали в среднем по 3 часа в день, обеспечивая себя всем необходимым, и оставшееся время посвящали отдыху, искусству, религии и различным ритуалам. До наших дней дошли каменные скульптуры, обладающие религиозным значением, резьба на корнях эвкалиптов, украшения из раковин, щиты, ритуальные и боевые орудия. Самая древняя наскальная живопись была найдена на севере континента, в пещере Габарнмунг. Радиоуглеродный анализ древесного угля возле рисунка кенгуру показывает возраст 45 тысяч лет, хотя другие доказательства датируют его 28 тысячами лет. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу возраста этого произведения. Увы,
Время настоящих гигантов прошло безвозвратно. Однако Австралия и по сей день остается материком, на котором проживают самые невероятные животные и рептилии. А теперь, друзья, я хочу вам сделать очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Благодарю за просмотр.